Добрый день, меня зовут Львов Антон, я занимаюсь каминами и барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На этом видео я хотел вам показать одно из последних наших творений, моих творений и наших с архитектором совместно. Естественно, я бы такое не придумал. Это достаточно большой полукруглый камин в помещении загородного дома, здесь двухцветное пространство. Соответственно, мы здесь делали, проектировали, изготавливали, все это монтировали с нуля. То есть у нас здесь был просто угол предоставлен нам. Вот. Соответственно, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем вот такую вот очень интересную форму в виде граммофонной трубы, на которой настоял архитектор. Все это хозяйство, естественно, мы скрываем дымоход. Дымоход потом там выходит. Из-за того, что мы попадали в яндовую, мы вынуждены были выйти из этого короба и монтироваться чуть ближе к коньку, иначе мы бы попадали в яндовую. Сейчас, например, снег, там очень большой снеговой карман. Вот. Моя задача была как можно дальше отойти от этой яндовой и от скопления снега. Вот. Значит, размеры этого камина 1400 на 1400, то есть 1,4 метра. Он достаточно большой, внушительный, занимает много места. Вот. Из особенностей у него получается очень глубокая топка, но как бы это все сделано в угоду, во-первых, дизайнерским моментам и в угоду правильной функциональности. То есть у нас из-за того, что здесь очень большое окно, мы вынуждены помещать этот огонь туда вглубь побольше. И важный момент, важный ноу-хау, это то, что здесь есть приток воздуха, но не в зону горения, а перед зоной горения, как это нужно правильно делать. Вот, через вот эти вот щелевые решетки мы подвели воздух с улицы, он идет по вот этому вот тоннелю, и труба выходит на улицу. И это дополнительно помогает камину работать, потому что расход воздуха большой, внутри большой достаточно диаметр дымохода, и для того, чтобы ему было нормально работать, и во время затухания он не сильно дымил в помещении, сделано вот это решение. Облицовочные материалы у нас гранит дымовский, латунь патинированная. И вот этот вот короб, он по сути гипсокартонный, малярно-штукатурные работы по нему выполнены и покрашен он специальной бронзовой краской. Занималась художница этим моментом. Соответственно, ну вот такой вот очень интересный проект, практически парящая, да, у нас получается вот эта нижняя часть. Внизу тоже у нас полукруглые гранитные детали. Все это, естественно, на металлическом каркасе. Само по себе оно бы просто вот так вот кувыркалось. Вот, соответственно, наш металлический каркас, он, во-первых, гнутую форму вот эту повторяет, чтобы его можно было обшить и потом замалять. Вот. И мы к дому мы соединены с домом исключительно на скользящих опорах. То есть у нас вот есть бетонный пол, на котором это все стоит. Дом вверх-вниз из клееного бруса дышит, гуляет, соответственно, выполняет там свои телодвижения. Вот. У нас декоративные вот такие вот полоски сделаны для того, чтобы скрыть вот этот как бы шов сопряжения между коробом нашим и стеной здания. Вот. И вот сейчас вот у нас такая тестовая протопка уже не картонными картонками, а достаточно таким большим количеством дров. Сейчас мы видим, что хорошо активная тяга. На улице можно посмотреть. На улице сейчас снежный снег. Вот так вот валит снег. Сейчас холодная погода и минус 9 за бортом. Вот. Тепла этот камин дает достаточно для того, чтобы приятно сидеть перед камином и получать именно это инфракрасное излучение. Вот. В качестве того, что это дополнительный отопительный прибор, можно говорить с натяжкой, потому что ты получаешь тепло только от инфракрасного излучения. Ничего здесь особо не нагреется, потому что даже топка вот эта, она у нас, ну как сказать, впитает тепло, она металлическая, сделанная нами, опять же, имитация кирпичей для того, чтобы она была не просто там металлическим каким-то листом, а именно вот такая вот имитация. Это все наша ручная работа. Соответственно, вот здесь вот, когда я сижу напротив этого камина, мне приятно, потому что я получаю такое приятное инфракрасное тепло. И ну, можно еще чуть-чуть туда, может быть, больше дров подложить, чтобы получать еще больше тепла.
Вот. Для того, чтобы не греть стены, у нас сделаны вот такие дополнительные защитные экраны, тоже из латуни, с левой и правой стороны. Вот. Так что вот такой вот интересный камин. Ставьте лайки, как говорится, оставляйте комментарии.